Приветствую всех. Первый торговый робот, которого мы сегодня разъебем, называется Рохан. Автор Юрий Емельянов. Ну, заодно подожжем пердак Юрию. Решил я начать с него, чтобы показать, на что нужно обращать внимание при покупке советников с сайта MQL5. И какими мудаками являются большинство разработчиков. Поехали! Давайте сразу перейдем к описанию, посмотрим, что пишет автор. Рохан, советник заточен под пару долларов швейцарский франк, торговля ведется на 30-минутном таймфрейме. Также данного робота можно использовать на других основных валютных парах, но нужно предварительно протестировать. В параметрах советника можно поменять процент риска на сделку. Это достаточно полезная функция при условии, что советник прибыльный, естественно. Стратегия основана на нескольких индикаторах. Это Top Bottom Price и Dogecoin Channel. Top Bottom Price я не нашел в интернете, понятия вообще не имею, что это за индикатор и существует ли он вообще в природе. Да. Dogecoin Channel, ну, это обычный канальный индикатор, основанный на скользящих средних, moving average. Открытие сделок происходит как раз таки по условиям вышеуказанных индикаторов. Ниже у нас приведены скриншоты тестирования за последние 4 года, которые с барского плеча предоставил нам Юрий. Давайте посмотрим на них. Достаточно неплохая кривая доходности, да, устремляющаяся вверх, без каких-либо существенных просадок, как по балансу, так и по equity. Выглядит очень неплохо. На старте тестирования начальный баланс был $100, и за 4 года данный робот заработал $159 181. Процент выигрышных и убыточных сделок составил 82 к 17. Это очень хороший результат. Охуенно, братан! Охуенно! Далее выделенным текстом автор пишет, что счета лучше использовать, где спред небольшой и фиксированный. Я, конечно, поинтересовался у автора, где он вообще отыскал брокеров, которые дают в наше время фиксированный спред, да? На что он мне ответил, что сам лично торгует у брокера RoboForex и Forex4U. У первых счетов с фиксированным спредом не оказалось, я проверял. А вот на втором, это Forex4U, оказалось 2 счета, как раз таки с фиксированным спредом. Это центовый и классический. Оба они работают на 4-значных котировках, и в описании заявленный фиксированный спред от 2 пунктов. Я прошел регистрацию у данного брокера, скачал терминал MT4 и установил индикатор спреда, чтобы убедиться, действительно ли там фиксированный спред. И оказалось, что по паре евро-доллар спред был действительно 2 пункта, а по остальным мажорам он держался 3 пункта. Форекс-брокеры, которые дают фиксированный спред в наше время, ну, вы серьезно? Ну, это ж конченые помойки. Меня лет на 10, наверное, сейчас назад отбросило. Я же отправил тебя в будущее! Ну, такие торговые условия были еще, наверное, в начале 2000-х, когда еще только начинал торговать. И мне очень жаль, что такие кухни до сих пор существуют на данном рынке. Вы посмотрите на график котировок. Это котировки. Мне это напоминает игру Тетрис, по-моему. Кто из вас торгует у данного брокера на таких счетах? Напишите в комментариях, но мне очень интересно. Я надеюсь, среди вас таких нет. Если есть, ну вы конченые извращенцы, как разработчик Юрий. Ну, невозможно торговать с такими условиями, как я считаю. Ну ладно, давайте перейдем к тестированию. Я взял пару долларов швейцарский франк, как рекомендует автор, таймфрейм М30, ну и настройки по умолчанию.
Обычно я провожу оптимизацию роботов, да, на определенном участке, там беру обычно 1-2 года. И затем делаю форвард-тест, но с данным советником у меня не получилось этого сделать, потому что он работает очень медленно, скорее всего из-за тяжелых индикаторов, ну, либо неоптимизированного кода. Достаточно сложно работать с такими медленными ботами, и обычно на оптимизацию по хотя бы даже по двум параметрам уходит от нескольких недель до иногда даже месяцев. Ну, я говорю сейчас именно про советники, которые написаны для MT4. Если вы не знаете, данная версия использует при оптимизации и тестировании всего лишь одно ядро вашего процессора. 5-я версия в этом плане гораздо быстрее и эффективнее. Конечно, я пообщался с разработчиком, но уже чисто ради интереса, потому что при первом прогоне я понял, что этот советник полная помойка. Несмотря на его очень красивые, да, там, скрины и не менее красивые результаты в тестере стратегий. В общем, разработчик делает всех своих роботов на конструкторе и достаточно далек от вообще любого языка программирования. Ну да ладно. Я уже ушел с главной темы, давайте начнем тест. Спред ставим 21, как у автора. Обычно я беру его с запасом и всегда разный, все зависит от стратегии. Но тут обычный случай, поэтому прогоним его вот с данным спредом. Также я не стал устанавливать параметры задержки исполнения заявок и проскальзывания, как при реальной торговле. Мы сделаем это чуть позже. И, конечно же, используем такой замечательный инструмент, как TickData для тестирования. Архив котировок возьмем от Dukascopy. Нажимаем старт, ждем. Много часов спустя. Вот такие прекрасные результаты мы получили. У меня также есть отчеты по другим валютным парам. Сейчас я вам их покажу. Это британский фунт-доллар и евро-иена. Они очень смотрятся тоже неплохо, даже красиво, я бы сказал. Обычно после таких шикарных результатов, в первую очередь я провожу проверку советника на фильтрацию убыточных сделок по истории, или вшитые в код прибыльные сделки. Такие боты очень часто попадаются в продаже на сайте МКЛ5. Как они проходят модерацию, мне вообще непонятно. Ну да ладно. В общем, кому интересно, как я обхожу данных скамботов, да, пишите мне в личку, либо оставляйте комментарий. Я обязательно сделаю для вас краткий обзор и дам все инструменты. Рохана, в общем, я купил, поэтому мне таких манипуляций делать не пришлось. И он на демо-счете открыл те же самые сделки, что и в тестере. А теперь смотрите, почему данный советник никогда не будет зарабатывать. Берем еще один замечательный инструмент, который называется Quantum Analyzer, и загружаем туда наши результаты тестирования с терминала MT4. Переходим в пункт меню. Сейчас загрузится. Переходим в пункт меню анализ сделок по времени и видим такую картину, что примерно 90% сделок были открыты с 0 до часу ночи. В это время, кто не знает, происходит банковский реловер, и спред по всем валютным парам очень сильно расширяется. Давайте теперь вернемся к брокерам. Ни один нормальный брокер в это время не даст спред 30, даже 40 пипсов. А если даст, как Forex4U, я думаю, что они обязательно уничтожат ваш счет там реквотами жуткими и проскальзыванием. Это 100%. Я вас уверяю.
даже не пытайтесь. В общем, я взял 2 адекватных брокера и проанализировал спред в этот период времени по паре доллар-швейцарский франк. На Альпаре он держался где-то в районе 70 пипсов, на IC Markets 100 пипсов. Таким образом, практически все сделки, которые были у нас в тестере, да, прибыльные, они будут, естественно, убыточными. Тесты, что выкладывает разработчик, всегда сделаны на пятизначных котировках, и спред он очень часто выставляет не 2 пункта, а 2 пипса. Естественно, получаются очень хорошие результаты, шикарная картинка с огромной доходностью. Делает он это намеренно, чтобы ввести в заблуждение неопытных покупателей. Из переписки можно посмотреть, как Юрий утверждает, что выводит за раз по 400-500 долларов, торгует данным советником у данного брокера. Ну, блять, это полный пиздеж. Давайте теперь посмотрим результаты теста, которые приближены к реальной торговле, да, данным ботом. Вот такие результаты, плюс-минус, вы получите на реальном счете с данным роботом по паре доллар-швейцарский франк. Маленечко другая картинка, да? Ну, я надеюсь, вы все поняли. Давайте посмотрим на другие работы автора. Их ни много ни мало, аж целых 26. Пока я делал данный обзор, Юрец у нас сконструировал еще несколько роботов. Самое интересное, что цены растут. Я покупал Рохана за 53, и сейчас он стоит 73 доллара. Ну, я думаю, видимо, есть спрос на данные советники. В общем, я проанализировал все работы автора. В советниках данного разработчика один и тот же алгоритм, ну, за исключением смены индикаторов и валютных пар. Все сделки открываются в период с 0 до часа ночи. Ну, естественно, эта стратегия не принесет вам никакой прибыли. Я также попросил Юрия добавить в советник параметры ограничений по времени и по спреду, чтобы исключить вот эти сделки, которые открываются в период расширения спреда. Но слушайте, хотя даже если мы их уберем, да, робот все равно будет убыточный, судя вот по данному графику. Но мне было просто интересно, что он ответит. Давайте посмотрим на его ответ. Кто занимается разработкой, да, и продает роботов на сайте, прочитав это сообщение, так же, как и я, очень сильно посмеялись сейчас. И последний вопрос, который я ему задал: может ли он показать отчеты с реальной торговли или живые сигналы, ну, на что он мне ответил. Что я хочу сказать напоследок. Таких разработчиков на сайте MQL5, да и в сети интернет, 99%. Поэтому всегда перед покупкой максимально тщательно проверяйте продукт. Ну, друзья, для этого, ну, есть все инструменты. Не покупайте кота в мешке. Окей? Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Рохан – простой индикаторный советник, созданный на конструкторе, с кучей недостатков, который успешно сольет ваш счет у любого брокера. Юрий Емельянов – это обычный скамер, который хочет заработать деньги на продаже своих сливающих роботов. Чтобы вы сами в этом убедились, я разыграю 10 активаций данного советника. Подробности и условия участия в розыгрыше смотрите у меня на страничке в Instagram или в группе ВКонтакте. Также пишите, какого робота вы хотите, чтобы я разобрал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, либо дизлайк. С вами был Артем Роботворец. Пока!